ВУЛОП — площадка для избранных. Я смотрела на них с открытыми глазами, с открытым ртом. Смотрю, кто участвует, и у меня потихонечку шины сдуваются. Тут зашла Маша. Ты, прежним уже не будешь. Моя-то поехала в чемпионат и выиграла. Фотошопа нет, продюсеры с ней не работают. Это лучший род в мире. Боль Это всех правильно. мастеров. Да, Научить продать. модель продать. Нелли, нас снимают соревнований. Всем привет! Сегодня мы с вами на канале Hanafi Colors Pigments раскроем все тайны о чемпионате ВУЛОП. Сегодня я не одна, и в студии моя подруга, боевая коллега Нелли Василюк. И перед вами, собственно, два действующих чемпиона мира. Можно? Маш, привет! Я рада, что мы с тобой встретились и наконец-то раскроем все секреты и все вопросы, которые волнуют, как мы победили. Ну, хочется, наверное, начать все-таки с того, что ВУЛОП — площадка для избранных. Почему-то многие ошибочно полагают, что туда собираются только прямо элита. И многие мастера просто боятся о себе заявить. Ну, так думала я, когда я приехала год назад в Турцию, просто посмотреть на этот чемпионат. И для меня эти участники, которые выступали, были именно звезды элиты. И я смотрела на них с открытыми глазами, с открытым ртом, восхищаясь, и себя никогда на их месте даже не представляла, потому что для меня это был такой уровень недосягаемый. И я думала, что просто так туда не попадешь. Ну и волей судьбы я оказалась ровно через год участником. Обычная девчонка из маленького города. То есть не нужно быть супер тренером, супер мастером, чтобы туда попасть. Главное выиграть ВУЛОП и попасть в Главное чемпионат. принять решение Да, о том, что ты принять готова, и решение. заявить о себе, не бояться. Кстати, вот когда в том году ты была там гостем, я же была уже в сборной России тогда, и когда я тоже приехала, вот попала в это поле успешных людей, я, конечно, офигела от уровня, вернее, не то, что от уровня, а, было классно смотреть и ощущать, что это просто собрались люди со всего мира, и это люди в своей стране номер один. То есть я, когда туда приехала, я еще тогда тоже не осознавала, что я там что-то победила, выиграла там и так далее. А когда я вот прям попала в это поле, я кайфанула. Да, я всегда думала о том, что вот люди, которые туда попали, это такая гордость выступать за свою страну. Да, я на тебя в тот момент, мы еще были незнакомы, но когда я увидела, я была восхищена, насколько... Знаю я. Нет, это серьезно, насколько уровень даже вот самопрезентации, не то, что как там ходят, здрасте, здрасте, тут зашла Маша, здрасте. С психологом. Здрасте. С психологом, ну ничего. Но вот когда в том году я подавала заявку на ВУЛОП, вернее, я сначала закинула заявку и предоплату, а потом осознала, что я сделала. То есть я на какой-то путь невозврата наступила, и ручки запотели. Это когда в России? Да, в том году. Я просто сразу заявилась на 4 зоны, и понимаю, что в волосках я тогда вообще не алё. Как бы в стрелках, да, это моя самая сильная зона была, но я тоже вообще абсолютно не соображала, что там надо, там же не было никаких критериев. А ты до этого участвовала в чемпионатах, вообще выигрывала? Да, у меня практически все были чемпионаты выигрышные. И поэтому ты решила, что тебе пора на ВУЛОП? Ну, я же достигатор, я вот цель достигла, а дальше что? А дальше надо новую ставить. И понимаешь, что как бы планки-то все еще не пройдены. А в моем случае я до этого выиграла только один чемпионат офлайн, и потом у меня никогда не получалось выиграть. И то есть, по сути, у меня не было грандиозных побед, да, чтобы меня сподвигло поднять свой уровень самооценки и попасть на ВУЛОП. Но причем я поехала на ВУЛОП России совершенно спокойно, я не боялась, хотя я понимала, какой уровень, да, там мастеров, что это все-таки тоже лучшие мастера России. Ну подожди, давай вот, кстати, про лучших мастеров вот России поговорим. Думала. Но есть, я так думаю, что и мастера намного сильнее и лучше, просто они сидят в кабинете и думают о том, что они недостойны, либо еще у них не тот уровень, чтобы они вышли на такую большую площадку. Ну вот в том-то и дело. Просто вот когда я в том году заявилась на ВУЛОП, я же начинаю оценивать конкурентов и смотрю, кто участвует, и у меня потихонечку шины сдуваются, и я понимаю, что куда ты, Манюнь, куда полезла-то? А потом, когда ты такой выиграл, и у тебя... В смысле?
Правда? Что так можно было? Ну, то есть вообще не надо себя обесценивать. Тут и как бы и фортуна, и подготовка, и так далее. Но совершенно точно после того, как ты принимаешь решение участвовать в чемпионате, ты, прежним уже не будешь. Не будешь, и не будут твои работы из чемпионата в чемпионат. Тут я, наблюдая Рост за идет. собой, идет мало того, что личностный рост, и еще улучшаются работы. Не знаю, как это волшебно работает, либо оттачивание техники Техника, происходит. Да, конечно. у тебя работа из раза в раз, даже если ты не выигрываешь этот чемпионат, у тебя уровень работ повышается. И уровень работы, скорость, и для твоего клиента, в принципе, они А вообще для же обожают клиента так смотреть, это когда ты там вообще, когда они двигаешься. говорят, Да. что моя-то поехала в чемпионат и выиграла, я у самой лучшей чемпионки мира Да-да-да. обслуживаюсь. Обслуживают. ТО прохожу. Да, ТО. Да, на самом деле бояться не надо, и вот это вот какая-то ложная такая завеса, что это для избранных. На самом деле нет. Последний ВУЛОП прямое тому доказательство, что многие топовые мастера даже близко к тройке не вошли и выиграли девчонки абсолютно с новыми именами. Ты имеешь в виду, не вошли в Турции на Нет, я про основном? русский сейчас Про ВУЛОП Россию? говорю, да. Поэтому нужно заявлять о себе. Почему мы себя сравниваем с кем-то, да? Нужно сравнивать себя А с здесь же собой. еще стечение бывает обстоятельств, неправильно подобранная модель. Это, Маковка, все зависит от тебя, А от я твоей имею в виду, подготовки. что мы думаем, что сейчас выиграет этот, допустим, мастер, потому что она сильная, а у нее там техника точно, и тут раз, и что-то в этот момент у нее пошло не так, и балл у нее ниже, чем у Ты тебя. знаешь, как у меня было? Я вот все время же тоже начинаю себя обесценивать, и у меня замечательный муж мой мне сказал однажды такую фразу: Маш, вот ты сейчас сидишь, изучаешь конкурентов, ты их боишься. Они А изучают прикинь, тебя, от да? тебя тоже как конкурента считают, А и я тебя вот про это боятся. никогда не думала, что кто-то вообще за мной смотрит и следит. Поэтому я тоже иногда зайду, смотрю и думаю, ну вот она-то, она, а Мгм. где там я? А вот. А где ты теперь- сейчас? А где сейчас ты? Ну, причем, да, когда я выиграла, обо мне же, в принципе, никто и не знал. Всем было интересно зайти на мою страницу и посмотреть, кто же это такая, кто выиграла. И они не могли понять, почему страница не раскручена, фотошопа нет, продюсеры с ней не работают, и еще из каких-то город шахты. То есть, что это? Где? В шахте? Кто эта девочка? Кто ты? Кто это? Кто Ты ты? кто? Да, и очень много было хейта по этому поводу. Ну ладно, это к этому мы еще вернемся. Поэтому первую галочку ставим в УЛОП, это не страшно. Заявлять о себе абсолютно не страшно. То есть решение приняла и работаем. Да, то есть у меня сейчас вообще прям полно запросов идет именно вот на то, чтобы готовиться к ВУЛОПу. А я вот всегда не понимаю, чего бояться. Мы Ну, в ни рук не смысле? лишаемся, ни ног. Это просто соревнование. Даже если мы проиграли, у нас есть шанс попробовать себя еще раз. Ну вот хорошо, смотри. Вот я в том году выиграла Россию. Я была в сборной в Турции. Я не выиграла в Турции в личном забеге. Мое эго, оно пострадало. Потому что я же приехала туда уже победителем, понимаешь? И мне прямо у заскрипело тебя эго, внутри. а у кого его нет? Но я про себя. Да. Я не могу за кого-то говорить. И вот когда я в том году проиграла, я себе прям твердо дала обещание, там еще были девчонки другие, где мы прям застолбились, что мы вот ровно через год на этом месте еще раз встретимся. Почему я и пошла на ВУЛОП-то этот в России снова. Маш, ну скажи, лучше же все равно сделать что-то и пожалеть, чем не Я сделать и жалеть согласна. еще больше. Но об Всегда этом, нужно пробовать что-то новое. но об чтобы- этом легко говорить, когда ты уже сделал, прошел этот путь, но в моменте, когда ты принимаешь решение, тебя как бы Ты колбасит. знаешь, я, наверное, такой вот экземпляр, который, не получилось, ладно, пойдем дальше, будем пробовать. То есть у меня вот этого большого эго нет. И то есть если я проиграла, допустим, у нас ВУЛОП Россия, у меня не было такого, что все, у меня энергия на нуле, я больше двигаться дальше не могу. Я в принципе, пережила это нормально и Ну, уже это у тебя план планировала. «Б» был Да, просто. у меня был план Б, что я полечу в любом случае. Не то, что в любом, я полечу все равно в Египет и буду там участвовать. И я уже там была настроена на победу, и я душевно, внутри морально знала, что я выиграю. Я летела туда именно за победой. Мне была она нужна, и я хотела именно победы. Но когда пришло осознание, что мне еще и в Турции нужно было себя показать, я на сцене хотела плакать. Я думала, что это будет все, а оказалось, помнишь, это как- только начало. Ты помнишь, как я в Питере ревела сидела? Помню.
Я тогда вообще не могла сдержать. Причем меня колбасить начало, вот когда в момент объявления результатов, меня колбасить начало еще Еще на до. бровях. Еще Я до. просто не могла себя в кулак собрать. Мне Мохаммед снимает, а у меня просто истерика. Сопли, слюни, слезы со всех мест. Да, я была настолько расслаблена. Ну, видно, я уже понимала, что, во-первых, я и не ехала туда, скажем честно, за первым местом, да, я ехала посмотреть. Я никогда не была на такого уровня чемпионате крупном. И я понимала, что там очень сильные мастера, которые из года в год пытаются его выиграть. Ну, Я ехала вот впервые. подожди. Давай вот по поводу, опять же, сильных Да. мастеров. Вот ты хочешь сказать, что на других чемпионатах, ну, таких прям не региональных, а Мгм. вот таких прям крупных, как Интер, Да. там, другие, ты хочешь сказать, что там мастера слабее Нет, собираются? Мне там кажется, тоже там очень даже сильные. намного Сильнее. иногда сильнее происходит битва. Только туда Да. почему-то не боятся люди заявляться, а вот Волоп у нас это прям какая-то вершина, которую невозможно покорить. Хотя на самом деле, по ощущениям, это тот же чемпионат. Ну, тот же, не тот же, но в этом году я прям знатно обломалась, потому что когда меня не вызвали, ну, даже честно, если бы меня вызвали на третье, на второе место, я бы точно так же обломалась, как и оказавшись на четвертом. У меня тогда просто... Я готовилась просто к этой истории целый год. Вот я вот пообещала себе в Турции, что я туда вернусь. И тут бац, меня обломали. Хопа, куда возвращаться? Я же сама себе пообещала. Как, в смысле? Я вообще не могла принять этот момент. Но в Египет я вообще ехать не собиралась. То есть я понимаю, что это опять деньги, это опять искать модель. А модель навеки найти, извините, это прям роскошь. То есть у меня тогда просто в голове вот такой вот прямо шум посторонний был. Прям биполярка была. С одной стороны едь, с другой стороны не едь. И я просто думала, я взорвусь. Это вот... Ну и вот говорит о том, что сделай, поедь в Египет и не пожалей. На самом деле, просто если у тебя есть цель, да, и ты действительно хочешь, ты, ну, грубо говоря, одну вершину не взял, на этом жизнь-то не закончилась. То есть, ну, вот еще был последний отборочный Да. это полуфинал в Я Египте. тоже в том году себе не то что дала обещание, а я себе сказала, я буду участвовать в чемпионатах до тех пор, пока я не выиграю. И вот когда я выиграла в Египте, я думаю, это все. Еще надо было, да? Да, что еще надо? Автоматом зачет. Да, и, конечно, когда я выиграла в Турции, для меня это был просто феерический момент. Истерический, я бы сказала. Истерический. Я пересматриваю это видео каждый день, можно Слушай, я, сказать. наверное, тоже раз, наверное, 100 точно пересмотрела. Да, Эти это эмоции, истерический, они... феерический момент, от которых идут мурашки. И ради этого стоило столько затрат моральных, физических и материальных. Да, да. Но вот по поводу Египта, да, почему я боялась ехать? Я боялась очень жесткого осуждения. И осуждения боялась, и я боялась, если честно, проиграть. Вот как выяснилось, что там всего было 4 участника, и даже среди 4 участников Ты боялась, боялась проиграть. потому что у тебя внутри уже энергия на Все, нуле, и ты боялась, что и здесь сейчас да. обломается, и я больше не смогу работать. Да-да-да. То есть я-то вообще кардинальный человек. Я на своих качельках могу качаться вообще из стороны в сторону. Я же несколько раз уже из перманента пыталась уйти. Это нормально, это история про Машу. Нет, Маша, уходить не надо. Не-не, все, я нормально, В я прочно ресурсе, встала. в ресурсе. Я в потоке. Поэтому и тоже ВУЛОП — это нифига не страшно. И не страшно участвовать в России, потому что на самом деле сейчас уровень мастеров, он прям вообще... Я смотрю на работы многих начинающих мастеров, и я прям Вот, удивляюсь, кстати, да, насколько они крутые работы. намного сильнее работают, чем мастера, которые уже с большим опытом. Так потому Сейчас что уже больше база знаний, да, правильная. базы больше дают, и уже сразу вот на все готово. Когда мы начинали, мы по Мы ступеням, же по переучивались крупицам чаще. собирали, да, переучились. И Да. тут они пришли, и тут им вся цельная информация, новые машинки улучшенные, Мгм. пигменты, которые уже все опробовали и знают, что с ними происходит. Да, это на самом деле, вот я тоже базы провожу и смотрю на своих учениц, как они стартуют, и думаю, мне бы сейчас. Да, мне где бы я бы Да, уже была бы, да, если бы мне да, сразу так да. дали бы, да. Поэтому на самом деле вот сейчас вот наблюдая за другими даже чемпионатами, новые имена, они прям звучат. Вот даже когда я в судейском составе была, и приходили ко мне модели от начинающих мастеров и от мастеров, которые уже с большим опытом, у них даже работы получше у юниоров Да, в чемпионате, 100%, да. 100%. Ну и вот
Даже вот мне сейчас, когда девчонки пишут, мастера с опытом, с нормальным опытом, хотят поучаствовать в УЛОПе и боятся. Мгм. Я спрашиваю: что ты боишься? Блин, ну это ВУЛОП. Да, это ВУЛОП, это реально, это круто, это престижно, и Да, это дает какое-то внутреннее такое прям удовлетворение. И если вот как бы вопрос стоит, участвовать или не участвовать, конечно, участвую. участвовать. А вот у меня еще такой возник вопрос. А, как должен понять мастер, что ему пора именно на ВУЛОП? Вот она год отработала и такая, да, Ну вот я смотри, готова. вот если в твоей головушке уже появилось желание, это Значит, значит, надо пора. брать и делать. Что происходит в момент, когда ты принимаешь, ну, А я же все, могу поехать вообще на свой первый чемпионат, и будет это ВУЛОП да, сразу. пожалуйста, То есть таких пожалуйста. ограничений нет, что у А тебя зачем должны это быть. надо? Ты, главное, просто должна подготовиться по уму. Сейчас есть для этого благо все. Есть, можно взять наставника, который тебя за рученьку Ну вот приведет. наставник это самое правильное, Ну кстати, потому да, что это сколько быстрый проходила путь. я чемпионатов без наставника, и я не понимала, какая мне нужна модель, какие нужны мне пигменты, в какой технике мне нужно отработать. То есть я просто проигрывала из-за того, что я не знала всех этих нюансов. И только я узнала все эти Как оказывается, можно было как работать. эти все секретики. Вот. И я, когда летела в Египет, я уже взяла наставничество у одной девушки, и мы с ней начали готовиться. Мы подготовились, и я там выиграла. А от Египта до Турции был месяц на подготовку, и уже я поняла, что мгм, надо готовиться еще тщательнее. По сути, я к ВУОПу чемпионату мира готовилась месяц. От Красотка. Египта Я тебя до ненавижу. Турции я готовилась месяц, в отличие от тебя, Мария, год. Ну, знаешь, я этот год, я без наставников росла. Ну, вернее, в перманенте у меня были на Ну, скажи, определенном без там наставников тяжелее и тяжелее, дольше. тяжелее, но я просто в этом году, почему я это делала без наставников, я и в том году это делала без наставников, потому что, в принципе, у меня по стрелкам всегда, это моя любимая зона, у меня клиенты, блин, исключительно стрелки с растушевкой, и я себя уже прям вымуштровала. Мгм. Но я понимаю, что если я буду брать сейчас опять изучать какую-то другую технику, ну, по сути, а зачем? Мгм. Перестраиваться, опять ломать что-то, когда тут все работает. Я вот когда в том году почему не взяла, потому что я наслушалась мнений со стороны, Со нахваталась, стороны. и почему-то мне показалось, что я делаю хуже, и сделала так, как мне люди говорили, и получила как бы то, что получила. То есть я тогда вот в том году четко понимаю, что это была тупо стратегический проигрыш. Потому что я вот бестолковая почему-то подумала, что я Ну, в нифига не этом году могу. мы с тобой долго обсуждали стратегию, Ну, уже рассматривали, научилась. да, рассматривали судей, рассматривали участников, которые победили, цвета и И вот, как это нужно. кстати, вот да, давай про критерии поговорим. Критерии, которые в России, они очень сильно разнятся с теми критериями. Не Не, критериями, критерии-то критерии все одинаковые, одни, да, а да, вкусовые вкусовые предпочтения приоритеты. от страны отличаются. И когда вот ты едешь, допустим, от России, там свои вкусы. Когда ты едешь от Египта, там, ну, смотришь на Да. судейский состав, если там, конечно, преимущественно более там русскоязычные, то То нужно там, подстраиваться да, под под них. Россию, да. Если там арабский, то надо понимать, что там вот эти ваши вуалюшечки, они как бы мало кому заметны А ты вообще. помнишь, как на ВУОП Египет, как одна участница делала стрелки просто черным, С циркулем. с циркулем, просто черным? Ну, для них это приемлемо, они любят Ну, холодные они черные цвета, сами по черные, себе, да. да. И вот если бы большинство судило судей именно по этим вкусовым приоритетам Ой, ты что, арабов, я бы там это... там И бы там бы все, и там бы тоже все. аминь. Да, то есть в каждой стране свои вкусовые приоритеты, это нужно учитывать. Да. А когда ты едешь на мир, там сборная солянка этих приоритетов. И мы с Нелей начали за месяц, да, получается, Да, за мы прямо месяц. начали активно изучать все вот эти вот моменты выигрышной работы, на что делать акцент, вычислять среднеарифметическое, под это среднеарифметическое искать модель. Ну там прям конкретная Да, такая мозговая работа была особенно проведена. с губами, чтобы, а там-то любят поплотнее, Особенно поярче. с губами. А с черным пигментом, как у меня Нет, психика ну ломалась. это уже твоя Это психика вообще ломалась, моя просто... ломалась на губах, когда я понимала, мне надо губы закатать молоденькой девочке, чтобы на выходе, когда они заживут, Да, кстати, не девочка-то из испортить. моего города. Да, Претензий девочка ко из... мне будут. Ну, кстати, у нее очень хорошо все Классно, прижилось при красиво этой очень. технике, без коррекции, прям
Я видела. Она рилсы Очень красиво. выставляет, я на нее смотрю, думаю, это божественно. Как она сказала, это лучший род в мире. Ну да, по сути, Да, лучший род в мире живет в да, городе Пермь. да. Да, я тоже нашла девчонку, свою модель, она действующий мастер, и прям я ее когда увидела, вот это вот Зажившая. восточный, и зажившая, я ее когда просто увидела, я увидела эти глаза, я поняла, что вот, То, что не надо. дыши. Да. А потом выясняется, что у нее нету паспорта, загранпаспорта, чемпионат через месяц, и вот это вот в таком подвешенном режиме, Стрессе. да, ты же, ну что, тебе позвонили, ну что, когда ты получаешь, а там ничего, она живет еще там в поселке, М. грубо говоря, там тоже все вот через это пришлось поднимать связи мужа, долбить паспортный стол, но Ну, в у меня итоге же нам все тоже не дали. все гладко было с моделью. А у Она тебя что? была Несовершеннолетняя, это чтобы... несовершеннолетняя, тоже нужно было готовить документы. Я все переживала, что в какой-то момент ее мама скажет нет. Делали Мгм. же документы на твою модель, Да-да-да-да-да. и я все боялась, чтобы и Машина модель полетела. Думаю, если Машина модель не полетит, моя не вылетит. А Машина модель не хотела категорически без Маши. И ты помнишь тот казус, когда обратный билет я купила почему-то на разные рейсы, и мои модели отправились в Стамбуле, в другой абсолютно конец Стамбула, а я вылетала из другого аэропорта, а эти Да, бедные я несчастные помню. девочки уехали без меня. Ни связи нету, ничего. В другой Доехали, стране. долетели. Как я буду их матерям в глаза смотреть? Ну, блин, это тот еще шок. В общем, выбор модели. Давай поговорим об этом. Как Модель — это основное. Да. Это Потому что основное. если у вас неправильно подобрана модель, да, как правило, Мгм. есть шикарные работы, но модель не мордабельна, можно так сказать, да, то ваша работа сразу уходит на второй и третий план. Качество Модель кожи. должна быть, помимо качества кожи, модель должна обладать вот такой вот харизмой, Харизма. когда она только заходит, она должна стянуть на себя внимание Все всех судей, взгляды. да. То есть я вот прямо иногда вот, когда чемпионаты Да. сужу, я прямо вижу, вот заходит девка, я понимаю, что все. Вот прямо все вот так вот Маш, оглядываются. а ты замечала, что бывает, заходит красивая девка, но когда она доходит до тебя через там 3 часа, пока весь этот поток пройдет, эта девка уже вот такая, она уже не Ну, хочет надо работать ничего. с моделью. То есть Поэтому вы да, одна команда, ты должна помимо модели, да, своей надо техники, объяснять, чтобы она конечно, зашла и могла себя показать и продать. продать. Продать твою работу Боль всех правильно. мастеров. Да, Научить продать. модель продать. Не, на самом деле это очень важно, потому что если модель не будет располагать судью к себе, ну, морально, элементарно даже просто тупо не улыбнется, то это все, это фаталити. Да, как наши модели рассказывали, что когда к ним подходили, о, beautiful, какие вы прекрасные, что все заходили, очень грустные модели уже, что стали 5 часов А ты судили. расскажи, как твою модель не пропускали. Расскажи про Это, вот это вот это дергание глаз. был стресс, у меня задергался глаз, и я думала, не то, что Нет, что думала, у случилось-то? меня произошел микроинсульт, если честно, Да не дай внутри. бог. Не дай бог, конечно. Когда завели всех моделей, уже, можно сказать, стартуем, а моей модели нет. И я вижу от модели, она прошла на первичный осмотр, чтобы, да, досмотр. осмотр судей, чтобы они посмотрели, был ли предмет там наличия. когда-то Мгм. перманент, либо нет. А мы же ее смотрели, у нее перманента нет, все хорошо. И тут мне пишет модель и говорит, Нелли, нас снимают соревнований. Я говорю, как? Почему, Катя? Что случилось? Она мне говорит, судьи думают, что у меня есть перманент, а у нее, как ты помнишь, настолько идеальные черты Идеальный лица, прокрас просто был идеальный губ. свой прокрас природный губ, что можно было подумать, что Не там прокрас, уже пигмент. Прокрас заговорила. ну, Пигментация ровная пигмент, просто, да, да. настолько ровный и яркий был, что многие судьи подумали, что уже был когда-то перманент. И из-за этого ее хотели снять соревнования. А я ей пишу, я говорю, так ты им скажи, что у тебя нет, это твой природный пигмент. А у нее руки тряслись, она же нервничает, и Т9 пишет мне, так я и говорю, что еле-еле. И после этих слов, когда я увидела, что у нее пигмент еле-еле, у меня началось труситься все. Я выбегаю из зала, подбегаю к менеджерам, пожалуйста, идите, там моя модель, ее не пропускают. Говорю, выясните, как это там, у нее, я же знаю, что у нее нету ничего. В итоге Надька Хаюстова, да, которая была в составе Санпина, Она молодец, да, конечно, она помогла молодец, очень она сильно. положила мою модель под свет, начали давить ей пальцами, смотреть, что это ее природный окрас губ, и ее пропустили, но ситуации-то это не поменяло. Когда я увидела, как она идет вот с таким тоже взглядом, у меня руки затряслись, и я
понимаю, что я не смогу даже нарисовать эскиз попасть, потому что у меня все трусится. А рисую-то я только ручкой, а точилку-то я потеряла. основное условие ВУЛа порисовать-то только карандашом, которым я ни разу до этого не рисовала. И я говорю: Маш, дай мне карандаш. Маша дает карандаш, а он просто кругленький. Я уже попросила у тебя. А он- Нет, он был острый, просто он тупится быстро. Он просто был... Я уже Для попросила меня был прощения. он кругленький. Говорю: Маша, точилку! Она: сейчас, а точилки нет. И в итоге точилка потом Она просто оказалась лежала под кушеткой, не под знаю, каким кушеткой. И я чудесным. этим круглым карандашом пыталась вырисовать ей идеальные губы. Да. Вот. Как В общем, я стою, рисую, все уже делают свою работу, а я еще рисую. Но в итоге нарисовать... хорошо же нарисовала. Отлично нарисовала, Самый лучший рот в мире. зафиксировала. Да, ну мне это... И я уже напоследок думаю, я уже, наверное, такую фигню сделала. Все уже 3 часа ж работали, а я только 2, потому Какие что три? час, Это 2,5. А я думаю, я целый час этот эскиз, и я не успеваю. Но думаю, уже прокрас такой, надо остановиться, иначе там Там закатают. Закатают. Технику-то я отточила. Я ж понимаю, что там будет прям как надо. Ух! Ух! Да, ну, как бы все срослось. Мне тоже, когда я сделала работу, казалось, что я какую-то фигню сделала. Да. То есть мне прям вообще Особенно копейки. расскажи про свою кушетку. Ой. Расскажи, это было очень смешно. Ну, Многие просто не понимали, что это было. Ну так вот, я девочка очень высокая и нестандартная. У меня все думают, что длинные ноги, а по факту длинное туловище. И кушетки, которые предоставляет организатор на финале, они прям реально, ну, Очень низкие. они низкие, и их нельзя отрегулировать по высоте. То есть я когда сажусь, я еще в том году Они все испытала весь стандартные, кайф. на одном уровне. Да. Я когда сажусь за эту кушетку, у меня просто коленки упираются в голову модели. То есть я, по сути, делаю модель на коленках. И мы с командой пришли вечером, начали думать, как эту кушетку поднять, потому что новую там уже не привезти завтра, собственно, чемпионат. И что там из Мы из ЛДСПшек? ДСП Да, наломали этих такие. штук какие-то, замотали брендированным скотчем, положили под кушетку. Но Всё там. самое интересное, когда ложится модель, Там кушетка всё трясётся, начинает да. ходить. И когда И это операторы на зоне подходили- век, на Да. зоне век, когда тебе надо линию нарисовать, и подходит оператор, тебя снимает. А он и не трясет эту понимает, и кушетку. трясет эту кушетку. Я да. говорю: отойди, гайс, ну отойди. Бедная Саша лежит, Маша, мы А сейчас помнишь, когда квадрокоптер, да, или как он называется? сдул, когда салфетки Сдул мне вообще салфетки, капец. все, что было на... И Санпин ходит тут Санпин рядышком. ходит, подлетает снимать этот квадрокоптер, у него тут все это мотыляется от ветра, и тут все полетело на пол, ты сидишь. Объясняй потом, что это не ты. Да, и тут Санпин, а тут все лежит у тебя. Не, на самом деле, конечно, как вспомнишь, там Но эмоции классные, Мгм. вообще. вообще очень круто. Даже несмотря на то, что номинацию задержали на 4 часа. Просто, блин, Даже когда мы уже вышли оттуда, мы шли с такой гордостью, что... с какой гордостью. Я шла с гордостью, что мы открыли двери, люди нас ждали, все нам А хлопают. я нет, я А вышла, я я нет. думала, все, я опять провалила, все. Ну, Давай это я. начнем с того, что ты-то ехала туда сразу за победой, а я, как тебе говорила: Мань, мне хоть бы в 5 попасть. Я еду, говорю, тебя поддержать, команду нашу. Даже если я не выиграю, команда выиграет. Это уже круто. Помнишь, да, мои слова, что я на себя ставки не Я ставлю, все помню, ставки. ничего. Я просто помню, что Все это- ставки как на всё Маню. оптимально. Говорю: Маня, отдавай, все будет это. И я выходила уже, когда закончила работу, открываются двери, и там же ждут участников, начинают хлопать. И я иду с этим чемоданом. Да, я это сделала. Правда, не А знаю, меня все какое еще спрашивают: место. Мань, ну чё, как, классно? Я говорю: да фигня А мне полная. Пашка Сомов сразу это: джин, на, пей. Ради этого Джин, это стоило. хорошо. Ради этого стоило выходить. Ты, по-моему, за ним убежала. Да, я за ним уже и бежала. Ну, короче, это, конечно, эмоции. Вообще, мне кажется, мы с тобой до пенсии это все вспоминать будем. И видео это миллион раз пересматривалось. И это действительно, мне кажется... Зато мы теперь знаем все нюансы работы на этих чемпионатах, в каких условиях Ну, они уж проходят, да. и можем подготовить даже с нуля. Ну, не, подожди, давай, таких громких таких Почему? заявлений не Пусть- надо делать. Пусть сразу Не, на едут. самом деле мы уже прошли и огонь, и воду, и медные трубы, и понимаем, что как бы, ну, прям все факапы, которые только можно Могли бы. пройти, мы прям все поэтапно пощупали своими Да. ручками и прошли. Поэтому не знаю. Да, у нас еще стальные нервы. Мы за 3 месяца прошли 3 ВУАП. Это просто все джин.
Это все джин, благодаря ему. Да. Поэтому я сказала, что больше я участвовать не буду. Я победила Ну а в Египте, зачем? Тебе куда? победила в Турции. Все. Все, я считаю, что ты на этом миссию свою выполнила с Ну, участием как в мне многие чемпионате. пишут, может, ты поедешь, поучаствуешь теперь там, допустим, в другой зоне. А Я говорю, зачем? Тешить зачем? чьё-то самолюбие. Зачем? Я М? чего хотела, я У добилась. тебя работа заслуженная, тебя оценивали сколько судей? Много, Там там дофига. 44 Что, все там страны. 44 страны идиотки, что ли, Ну, сидят? нет, конечно. Поэтому, ну, знаешь, вестись на чьи-то провокации, пусть сами приедут и Ну, покажут. как многие думают, что можно заплатить, но, извините, 44 страны облететь, заплатить всем, это, во-первых, какие должны быть Чё финансовые мне ты не возможности? сказала, где платить? Мне чуть-чуть не Машуль, да хватило. ты бы сказала, я бы тебе Так добавила. а ты мне ничего не сказала. Мне Я вообще- ж как тот Вася на Мне все вообще, согласен. как бы, все же говорят, что у меня богатый мужчина, который мне оплатил этот чемпионат и первое место. Ты бы сказала, мы бы тебя добавили. Вот так, если Да. что, имейте в виду. Да, Можно решать обращайтесь, вопросы обращайтесь. по-другому. Нет, конечно, что смех Да, смехом, но тем не оплатить менее. это невозможно, то есть только нужно проявить качеством работы. Да. А как, мы вам подскажем. Покажем, подскажем. Подскажем, Ира подскажем, скажет. да. Просто очень много нюансов именно на ВОП, который заграничный, не тот, что у нас в России. Ну да, мы просто уже привыкаем, когда участвуем по России, в определенных условиях быть, да, стандартные. А определенные там немножко другая история, и к ней тоже надо быть готовым. И я считаю, что вот именно в этом году, и вообще, я вообще считаю, что задача того, кто собирает команду, вот эти вот нюансы подготавливать, потому что когда человек приезжает туда, ну, вновь прибывший, Мгм. она же не понимает этих нюансов. Это я в этом году поехала, я уже как бы понимаю, Мгм. то есть я себя целый год к этому готовила, как я должна отработать. То есть я когда участвовала в российском ВУЛОПе, я работу сделала немножко иначе. Когда я участвовала на финале, там была уже совершенно другая работа. А что произошло там, допустим, с другими мастерами? Все привыкли делать, как Работать они как, да, в работают, да. России. И сделали свои работы, как они сделали Да. в России, в итоге они слетели. Потому что там вкусовые приоритеты были другие. Нужно Чемпионат было, это те же да. самые шахматы, тут надо думать. Я всегда говорю на всех своих обучениях, что перманент это прежде всего про мозги, а чемпионат так это прям вообще. А еще, знаешь, что мне было удивительно? Я же никогда не участвовала ни в Турции, ни здесь, в России, на ВУЛОП. И когда здесь, в России, на ВУЛОП, ну, это большой зал, и все кушетки, ну, вот стоят, как обычно на Это про чемпионате, в финал ряд. говоришь? Про финал ВУЛОП. Ну, вот все кушетки в ряд. А в Под чемпионате, блоками, да? ну, Или ты про нет, чё говоришь про сейчас? ВУЛОП, Питер, рассказываю. М. Там просто зал, и все кушетки Там вообще стоят. все условия для того, чтобы ты работала в удовольствие. Там 2,5 часа на номинацию. А Там я за никто не Турцию, что когда мы зашли, и всего 2 кушетки, то есть ты в своей зоне только. Я-то думала, мы тоже зайдем, и будет общий зал, и стоять вот поток кушеток. А ты в том году не видела? Нет, А. не видела. Я зашла, и я, как это, я тут одна, и тут я над собой, стенд. Для меня это Мгм. было прям удивительно, как на нон-стоп, получается. Ну да. Ну не, я Миша. считаю, что условия комфортные, кроме того, что кушетки надо пересмотреть. Не, условия вообще были комфортные. Я даже не ожидала, что я спокойно, независимо даже от того, что у меня с моделью, Стресс? да, был стресс, я спокойно как бы все отработала вообще. Мгм. И не было такого, что я думала, сейчас прям Санпин будет вот так стоять, и там Да шаг не. вправо, шаг влево, то есть все лояльно. Это в том году у меня 4 судьи Санпина, просто все встали около меня и начали решать какой-то вопрос вселенского масштаба. У меня тогда перетряслись все руки, я думаю, да господи, да что же я нарушила? Да что такое-то? Почему все и стоят около самое-то, меня? что интересно, у нас в России мы как работаем с черными перчатками на чемпионатах, а в Турция только с белыми. И чтобы этот пигмент не остался у тебя на перчатках. Да, Это- вы еще попробуйте во время номинации поменяйте эти Да, когда перчаточки они на сырые мокрые. ручки. Когда тут все течет, с тебя 3 пота Мгм. стекает, еще ж халаты Жарко надеваешь было, да, в этом году? Я уж хирургический. что-то даже не Очень было помню. жарко, что у меня хирургический халат, Харат. халат Харат. был просто весь мокрый. С меня 33 пота сошло. И я так боялась испачкать перчатки, что я их потом не надену. Я уже и пудру приготовила, и там спреи какие-то, чтобы легко влететь. Но это была Я проблема. работала на замечательных пигментах, которые не такие марки.
у всех один и тот же Ну, вопрос. это всегда, Да, да. на чем Чем ты чем ты работала? работала, какой это был микс. Ну, конечно же, я работала на Ханафе, и был добавочный цвет, который, мы надеемся, скоро выйдет у нас в линейке. Тогда мы можем полностью собрать этот победный микс. А так А вы секрета не нет. забывайте, что победный микс-то вносился рученьками. Ручками вот этими То есть вносилось. совокупность Но факторов. все равно один и тот же вопрос. Мой любимый микс — это номер 2, номер 6 и капелька номер 9. Это, как у нас говорится, пыльная роза, да? Но этот цвет почему-то на моей модели внесся не холодным оттенком, Он у тебя такой а достаточно он прям тепленький был, достаточно да. теплый был. Ну, ты знаешь, мне кажется, что она просто, мы же ей там говорили, Да. кровь разыгралась, и он у нее Вот, ну, в общем, я выиграла на Ханафе пигментах, и они очень хорошо с перчаток смывали, что мои белые перчатки просто на раз от ватного диска, ну, Ну, пигмент вообще, уходил. Да, я считаю, работала да, не черным пропитывались. цветом, и у Да. меня руки-то были чистые, я сама офигела. Я в том году меняла опять, наверное, Просто пар. до этого другие были, допустим, пигменты, они сразу впитывали, и все, у тебя пальцы это никак. Мгм. А здесь как отлично все. А я тоже работала, но мы специально подбирали под цвет глаз. То есть, вот опять же, да, про стратегию. Мы изучили модель, изучили цветовой ее вот цветотип, цвет кожи, цвет глаз, и подобрали такое универсальное сочетание цветов, которое прям стрелочку дало, прямо она настолько гармонично дополняла ее глазки. И вот у меня тоже своя такая специфическая техника внесения. Я цветом играю. Ты помнишь, да, как я там Помню. игрульки Помню. устраиваю? Но он благодаря этому получается очень красивый Так перелив. я только хотела сказать, он даже получился под цвет ее глаз Да. каким-то зеленоватым подтоном. Да. Это прям чудеса были. Так задумано. Это чудесно было задумано. Это было очень красиво на самом деле. Мгм. И даже учесть, что это был не теплый пигмент, да, А зажили, холодный. слушай, вообще, я так Отлично. боялась делать ей, она же тоже Отлично. мастер, и я А ей боялась. бы теплые не подошли под ее Да вообще. я боялась, что синие будут. У Да. меня же вот тоже вот это вот шлейф. Это было сделано это все рученьки, этими да. ручками. Ну и тоже Подытожим. выбор модели. Основное на чемпионате, с чего стоит начать после того, как вы заявились, это прямо искать ту самую А второе — это неповторимую. выбор цвета. Ну это Всё-таки. да, да. Выбор цвета. Правильно подобранный Мгм. цвет, пигменты, которые, чтобы у нас вносились легко и быстро, и чтобы мы уже знали прогноз, как они заживут, чтобы мы не испортили давай свою начнем с модель. того, что вы меня все помните, как убеждали, что Да. да лампочки, как это заживет цвет. Но То всё есть мы равно-то начнем. сердечко побаливает. Сердечко побаливает, но я, конечно, сейчас это говорю, но сама я тоже прям скрипела, когда делала черный цвет. В моменте участия на чемпионате вас не должен волновать тот момент, как это заживет. То есть вы туда идете побеждать. Но если вы технически оснащены, то даже черный пигмент, вот в моем случае, он синим не зажил. То есть он прям зажил красивым таким графитовым оттенком. Да. То есть модель, цвет и техника. Технику, которую нужно поставить ручки и оттачивать так, чтобы ты просто вот тебя ночью разбуди с закрытыми глазами, латекс, да, и ты нарисовала. То есть все должно быть просто до мельчайших этих. Но это в моем случае. А еще, чтобы внутренняя поддержка у тебя была, чтобы тебе давай, Ну не давай, вот сдавайся. когда есть у тебя наставник, этот наставник тебе вовремя и пендюлей даст, и где-то подбодрит, да, для того, чтобы ты там не сдувалась. Да. Поэтому это очень важно на самом деле. А еще, как правило, иногда нам кажется, что наши работы, допустим, идеальные, а когда смотрит наставник вот так, там, оказывается, не все так идеально. Однако, Да. ремарочка. Вот. Ну да, со стороны всегда виднее, и надо просто... Вот я, например, когда тоже прихожу учиться на какой-то мастер-класс, я все время своему тренеру говорю, покажи мне как для дуры. То есть нужно просто все максимально в себя впитывать и уже как бы, ну, резюмировать в своей голове и выдавать по факту вот тот результат, который нужен. То есть надо объективно относиться к критике. Да, то вот есть это нужно не обижаться. Да, нужно понимать, что наставник заинтересован в твоем результате А не не то, меньше что твоего. он хочет тебя принизить Да, или да. сказать, что у тебя там Да. всё плохо. Я когда свое первое повышение проходила в Уфе, меня и дурой, и бестолковой, и вали в свою Пермь обратно, как только не называли, потому что, ну, у меня настолько были деревянные рученьки, что со мной справиться просто так не получалось. Это опять к вопросу о том, что сейчас мастера гораздо легче воспринимают информацию, гораздо лучше работают. И если бы я тогда обиделась бы, я бы вернулась бы в свою юридическую историю бы и сидела бы там с бумажульками ковырялась. И не стала бы чемпионом мира. Поэтому обижаться не надо. Иногда тренер может жестко сказать, но это все для блага, для развития.
Да. Поэтому мы за наставничество. Нет, это Обязательно. Если вы 100%. хотите выиграть, победить, то да. Да. Без Особенно наставник, никуда. который этот путь прошел. Если, допустим, вы заявляетесь на ВУЛОП, а тем более Вам человек, нужен который уже этот наставник, ВУЛОП который уже, прошел прошел. эту дорогу, то есть тут уже прямо все детально, все нюансы, все расскажется, покажется. Поэтому это круто. На самом деле очень классный инструмент, который 100% поможет выиграть. Вы поняли, о чем речь? Ну, давай с тобой подытожим, да? Чемпионат, любой чемпионат — это стратегия. Да. Выбор Согласна. модели важен просто колоссально. Нельзя полагаться на Удачу. кого-то там, вдруг мне найдут. Ни в коем Или разе. на мою соседку. Да-да-да. Если ты едешь побеждать, а если ты уже Ты должен заявляешься на выбрать чемпионат, то себе ты едешь модель. побеждать. Да. Именно модель. Не Модель. то, что модель, это которая Ту самую. ту самую. То есть вот когда у тебя случается вот это вот она, вот тогда Бабочки всё. в животе. Да, бабочки в животе. Потом участвуем, готовимся, тренируемся. Наставник очень важен. И если вдруг по каким-то причинам что-то не сложилось с первого раза, ты Да. должна просто, если у тебя есть желание, цепляться за любую Да, возможность. пересмотреть еще раз свою работу, что было не так, да. И вот, допустим, у нас же будет в июле ВУЛОП Россия. Мгм. Допустим, мы поучаствовали и не заняли никакое место. У нас будет месяц-два пересмотреть все свои ошибки, отработать еще раз, отточить технику, проанализировать ход работы. То есть вы можете попытать вот этот шанс. Ну, 2 как мы с месяца. тобой, собственно, и в том Как мы году с и тобой сделали. сделали, А да. если бы мы так не сделали, То мы так бы и нам сидели бы в уже не о чем кабинете. было бы говорить. Да. Так Я что- считаю, что нужно выходить из зоны комфорта. Комфортно. Комфортно. Комфортно, да, не сидеть в кабинетах, показать себя, заявить о себе, и пусть весь мир о вас узнает. И пусть весь мир о вас заговорит. Да, Как хорошо звучит. или плохо, решать вам.